Друзья, привет! Шестой день наших приключений. Значит, вот у нас тут наша личная стиральная машина поработала. Идет сушка белья. В шатре тоже. Вика автомат или полуавтомат. Здесь мы остановились, наверное, на 2, а может быть и 3 дня. На этот раз цель была посетить села Кахип и гор. И важно для нас было именно подъехать к башне на своей машине, а не как все с местными водителями. Сами башни и язык тролля нас, в принципе, не интересовали. Места раскручены, всем известны, и в сезон там очень много народа. Туда не полезем? Полезем. Дороги в этих местах просто супер. На самом деле мы не очень любим посещать в сезон популярные места. Ведь всегда приятно смотреть на тот же, например, водопад не в толпе зевак, а одному. Насладиться, так сказать, достопримечательностью сполна. Уже на подъезде к селам начали появляться руины башен. Их здесь полно. Поехали не тем путем сразу, туда вот вниз повел нас навигатор. Но оказывается, надо ехать вот тут вот по верхней этой дороге. Смотрите аккуратно, могут быть тут всякие там змеи, бомжи. Бомж выскочит из-за стенки. Слушай, вот как вот жили в таких вот... Мы же маленькие совсем. Что тут, как тут жить? Что они были совсем маленькие? Посмотри, какие маленькие окошки. Типа, тут хоронили, может быть? Да, это же написано, на карте было написано башенный город. Это башни. Здесь не жили. И там вот дальше. Смотри, дальше тоже. Вон. Руины. Почитаем потом. Ничего, они их строили. Это дозорные башни. Оборонительные сооружения. Целый город. А вот с раскрученными местами вышла незадача. С одними джигитами мы договорились о самостоятельном подъеме, но оказалось не со всеми. Вышло недопонимание. Мы решили не спорить и спустились вниз. А внизу ждал он. Ослик. Дать тебе только нечего. У нас вот тут вот рядом с Кахибом появился дружок. Вот такой вот ослик. Там очень красивая дорога внизу. Вид красивый. Именно такие незапланированные встречи делают путешествие разнообразным и запоминающимся. Ослик реально поднял нам настроение. И мы двинулись дальше. По дороге попробовали местные кухни. Чуду. Очень вкусная штука оказалась. Та-дам! Ой, как мы доедем до места дислокации и не съедим? В пути просто увидели людей и решили посмотреть.
Оказалось, в скалах был спрятан древний датунский христианский храм конца X века, построенный грузинскими миссионерами. Очень интересно с учетом того, что кругом только ислам. А еще вот такой красивый мост. Времени было еще много, и мы решили посмотреть Салтинскую теснину с ее подземным водопадом. Стая огромных птиц. Где-то кто-то, наверное, лежит и разлагается. Салтинская теснина. Обычно, чтобы добраться до водопада, нужно брать в аренду высокие сапоги. Но не в этот раз. У нас воды почти не было, зато людей было достаточно. Там, где должен быть водопад, есть озерцо, в котором можно искупаться, что многие и делают. В целом место интересное, если добавить воды. И если сравнивать с Карадахской тесниной, то ехать нужно вначале сюда, а потом в Карадах, так как там все-таки помасштабнее будет. Ну а день, как обычно, сделали нам ослики. А мусор в мешке на запаске мы совсем забыли. А вот им это понравилось. Мешок разорвали и благополучно добрались до остатков дыни. Мусор мы, конечно, весь собрали. Ну, очень дружелюбные и умные создания. Следующим утром отправились к заброшенному аулу Гамсуталь. Решили, что если не удастся подняться на своей машине, то поедем с местными. Все-таки по данному объекту побродить хотелось. По дороге посмотрели на чохские террасы. На самом деле террас в горном Дагестане достаточно много, везде. Даже наш кемпинг был расположен на них. Вид на террасы рядом с селом Чох. Село Гамсуталь стало заброшенным не так уж и давно, поэтому многие дома достаточно хорошо сохранились. Мы оплатили. Видать, более опытные джигиты объяснили нам, что если мы хотим сами подняться, не проблема, вот до этой площадки можно подняться. Но либо рано утром, там до 8, лучше до 7, либо вечером после 7. Курип. Еще одно поселение. А мы все еще идем. И вот так идешь, идешь. Кажется, за следующим поворотом все уже. А там еще столько же. Как сюда люди поднимались. Ну, наконец, город Гамсуталь. Заброшенный. Или село. Вот оно. Вот оно. Да, это, пожалуй, поинтересней Кахиба с его башенками.
Хоть место такое раскрученное, популярное, но оно того, наверное, стоит. Ну и опять же, зная мы заранее, мы бы сюда поехали, конечно, рано утречком. Ну, туда еще тянется. Да, подъем тяжелый и длинный, но аул на самом деле классный. Все хотят пройти весь город, потому что добираться сюда непросто. Номера домов еще есть. Достаточно большое село, тянется он еще туда. Получается, там, то вот мы на крыше стоим, опасненько. Все такое ветхое, вот на одном кирпичике держится, чуть-чуть. Чуть-чуть что-то не так, и все, стена эта рухнет. Смотри. Ну вот мы на самой вершине заброшенного села Гамсутль. Красота. Вверху там орлы летают. По-моему, он охотится на нашу мейку. Кружит над нами. Вид. Нет слов. Система с разрешением 3К и 6 режимами управления. Это был последний наш горный день перед спуском к Каспу. И мы решили подняться в Гуми, напротив которого жили. Собственно, в самом городке особо делать нечего. Есть, конечно, крепость, мечеть и другие достопримечательности, но самое главное – это само расположение и открывающиеся вокруг виды. Ну и атмосфера. Где наша палатка? Ага. Вон. И там. Только нельзя послоняться. Да? Это ваш шицу? Нет, это воронка. Вся грязь, я в песке сегодня много чего прошла. Зато все увидела, да? Пошли. Жить в таких местах, наверное, очень сложно, особенно в зимний период. Дорога закрыта, жизни нет.
вечером напоследок мы пошли изучать наши террасы. Явно там тигры живут. Мои захотели в пещеры. Друзья, вот что бывает, когда ваша жена увидела пещеру.